Всем привет! Я девочка-любочка, 46 годиков, которая очень любит приключения, и в какой-то веке она решила, что хватит выпендриваться и говорить, что все эти детские забавы, кроме мягких игрушечек, не для меня, и добраться до Диснейленда. Так что, вуаля, я бы в Диснее, не прошло и 100 лет. И вот я подхожу к центральным воротам Токио Диснейленда. Несмотря на то, что в названии этого парка есть Токио, сам парк расположен в городе Ураясу, рядом с Токио. Но сюда доходит метро, ну или поезда, добираться удобно. Вот я прошла уже через пропускную систему и подхожу к центральной улице. Но вместо классической Main Street USA здесь находится World Bazaar, крытая улица под стеклянной крышей. Из-за достаточно непростой погоды в Японии, чтобы защищать гостей как от дождя, так и от жары. И надо сказать, что тут весьма жарко, при том, что я нахожусь здесь где-то в середине октября, и все равно, если солнце, то прям конкретно печет. Народу, как вы видите, очень много. Каждый год Токио Диснейленд посещают десятки миллионов гостей, и он стабильно входит в число самых популярных парков развлечений на планете. Поскольку время середины октября, то все украшено тематическими тыквами в честь праздника Хэллоуин. Вот впереди мы видим замок Золушки, Cinderella Castle, который является центральной точкой Токио Диснейленда и был вдохновлен замком из Walt Disney World во Флориде. Оглядываюсь и решаю, куда пойти. Иду сейчас на «Пиратов Карибского моря». У Диснейленда здесь есть свое мобильное приложение, и через него, как и билеты, покупаются, проверяются, так и можно смотреть, и не только можно, но и нужно, где сколько народу стоит на какой аттракцион. И это тут одна из самых важных задач, потому что вот, например, показала, что в аттракцион «Пиратов Карибского моря» было наименьшее число народа. Как вы видите, вот оно, наименьшее. Все равно очередь гигантская. Сажусь в лодку, посмотрим, что меня будет ждать. Ой, sorry. Это, как потом я поняла, ресторан с видом на воду, как бы во внутренней части. И расписан он был как какой-то невероятный ресторан в лагуне. Когда я потом туда зашла, опять выловив его случайно, точнее нет, заказав за несколько часов вперед очередь, то обнаружила там бешеные цены. Обязанность купить прямо полноценный там обед, обязательно блюдо, и совершенно не поняла я, в чем какая-то особенная уникальность и шикарность видов. Так, ну пока что какие-то декорации и проекции на дым.
Ну, что я могу сказать? Пока что я не могу впечатлиться. Ну да, механические куклы, вроде какая-то движуха, но интеракция по минимальности. Плюнули ядром из пушки с корабля. Ну так. Э, Если честно, я ожидала большего. Сидишь в лодке, крутишь головой туда-сюда, оно все как-то движется, но прям видно, конечно, что куклы механика механикой. И э, ощущение сильно устаревшего. Но, собственно говоря, что я удивляюсь, э, сам этот Диснейленд открылся 15 апреля 1983 года. Это достаточно давно. Нет, конечно, все очень подробно выполнено, но лично для меня без разницы смотреть на какие-нибудь восковые фигуры, что меня не очень радует, что на механические движущиеся фигуры. Точнее, я как думаю, наверное, вот в то время в 80-х годах это было офигительно, потому что ну, это были, наверное, передовые технологии и так далее. А сейчас мы настолько уже избалованы визуальными впечатлениями, что лично для меня это выглядит весьма устаревшим. Наверное, маленькие дети и порадуются, но это надо спрашивать у них. А я сама совершенно не испытала погружения в мир пиратов. И мне кажется, что как-то пытаться делать живых людей, оживляя механические куклы, это не супер. Ну вот, может быть, этот горящий город симпатичный. Просто как декорация. И еще я думаю, что будет гораздо больше интеракции с нами, зрителями. У меня очень-очень старые воспоминания об аттракционах в Чехии, где я провела свое детство. И там были очень веселые комнаты страхов. Точнее, для взрослых они были веселые, для детей они были, ну так, страшненькие, но не очень. И вагонетки там ездили, и самим можно было ходить. Ну так вот и так, в то время даже в этих вагончиках, комнатах, и то была какая-то интеракция. То пол там мягкий, то какие-то ощущения паутины, то еще что-то. А здесь просто едешь на этой лодке, вертишь головой. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up for me, hearties, yo-ho. Hijack. Ah, my feathery friend, you've a divine singing voice. Do help yourself to a trinket, small one. Drink up for me, hearties, yo-ho. Yes, 'tis a fine treasure indeed. И представляете, вот все. То есть ты отстоял на солнце. Слава богу, еще основная очередь, кстати, идет внутри, где кондиционированное помещение. 3 секунды тебя провезли, непонятно для чего. Дальше вышел и побрел на следующее. Стилизованный под исторические времена дворик, но очень от него мне тоже фонит прям каким-то папье-маше и картоном. Так, иду к следующей аттракции. Этот парк вообще разделен на несколько зон. Вход, вот World Bazaar, крытый стеклянный. Дальше зона Adventureland, это вот где пираты Карибского. Westerland, Critter Country, Fantasyland, Toontown и Tomorrowland.
А это я уже дошла до следующей аттракции и стою в очереди на нее. Ну, заодно обозреваю. Это пароходик Марка Твена. Я хотела на нем поплавать, но были бешеные очереди. Как, собственно говоря, бешеные очереди были и на этот паровозик. Пароход и паровозик – это части Westernland. И также каждая зона включает и рестораны тоже. А очередь уже переместилась внутрь аттракциона. Это аттракцион Splash Mountain, тоже должно быть что-то с водой. Бешеное количество народу, но, слава богу, хотя бы внутри как-то неинтересно сделали окружение, горы, и не так скучно стоять. Надо сказать, что способ обходить очереди есть. Можно просто выкупать платный быстрый вход, и также в начале каждого часа, могу напомнить, может не каждого или каждые 2 часа, есть такая опция в приложении Disney, что открываются свободные места на быстрый проход бесплатно на какие-то несколько аттракционов по выбору. И таким образом можно набрать пару быстрых входов за день на те аттракционы, которые были в предложении и какие можно было успеть набрать. Но иногда это приложение врало. Я, например, смотрела на следующее, мне говорили занято, прохожу мимо, хоп, никого нет. Так, мы поехали, и это будут водные горки и мультгерои. Ну, что я могу сказать? Более декоративная составляющая и сказочность мне лучше заходит и как-то правдивее смотрится, чем попытка подражать реальной жизни и реальным пиратам. Тут меньше претензий возникает. Пока что медленно все. Ну, я так понимаю, что впереди нас ждет перепады. К сказочным героям, да, меньше претензий, потому что я так не придираюсь, двигаются неестественно, красочно, симпатично. Но есть еще одна вещь, которая меня уже начинает порядком напрягать. Это бесконечная счастливая музычка в каждом аттракционе. И просто даже в Диснейленде, когда идешь по улице, а так всюду вот эти вот счастливые марши и бренчания.
Но, в принципе, совсем маленькие дети это любят. Но для взрослого как-то совсем не того музычка это. 笑ってるだろ。早く笑いの VTR を見せてくれよ。Ну, снова просто плывешь и смотришь, и все. Это нас тут быстренько прокатили под обрыв, вот, но поскольку это происходит в темноте, то нифига не видно на камеру. Ну, вот пчелы симпатичные, да, это вот мне кусок этот понравился с грибами, как сделано. Ну, кстати, вот вроде бы для очень маленького возраста, но когда ускоряются лодки, то дети сзади меня начали рыдать в голос просто, поэтому странно немножко. То есть для взрослых слишком детское, а для детей стрём в какие-то моменты. Мне вспомнилось собственное детство, как с родителями пошли в Чехии в детский парк похожий, ну не Диснейленд, а фучекарня такая была. И решили меня развлечь и сделать мне классную фотографию на мохнатом ослике. А мне года 3 было. Посадили на ослика, а я перепугалась, давай реветь. Ну вот здесь сейчас тоже боятся, потому что под горку несемся. Я давай реветь, ослик давай пугаться. В общем, есть у меня смешная фотка, гревущий на осле, ослик с круглыми глазами. В общем, развлекли ребеночка. Здесь также детишки в этой лодке навзрыд ревели. Вот там через окно тоже видно ресторан. Сказочные миры тут сделаны, конечно, гораздо лучше. Мне больше нравится и меньше претензий к анимации и движениям фигур. Вот эти деревья симпатичные, с колючками. Ну вот и все. Как бы на этом аттракцион был закончен, и идут все на выход. А здесь толпятся, потому что можно выкупить свое фото в момент прохождения крутой горы. Все же вопят и орут, и они стараются всех сфоткать и быстро распечатать, и потом вот можно выкупить. Но бесплатно ничего никому не даст.
А это я проходила мимо аттракциона Big Thunder и внезапно обнаружила, что почти нет людей туда. Хотя в приложении было сказано, что прямо перегруз. Естественно, быстренько воспользовалась ситуацией, чтобы на него попасть. Это в части Дикого Запада и в стилизации. Смотрю, аттракция более взрослая такая. Все вопят. Скорость хорошая. Прям так кренит, замедляет, ускоряет. И скалы милые, но все равно, конечно, папье-маше. Мне особенно после путешествия по Аризоне, Юте и долине монументов все это очень искусственное. Но горки неплохие. Ну вот и все. Аттракцион заканчивается. А это виднеется особняк с привидениями, тоже аттракцион. И на него я получила быстрый проход по вот тому приложению и той псевдолотерее, где надо было в начале часа успевать забирать эти билеты. По парку Диснея также всякие шоу проходят, костюмированные. Вот оркестр, все машут руками. Это тоже часть, видимо, отдыха. Ну вот это толпа народа. А справа проходят те, кто по быстрому проходу. Но я-то надеялась, что это будет просто как замок с привидениями, а это снова на базе героев. Ну, понятно, чего я жду. Дисней же должны быть Дисней-герои. И опять эти счастливые марши. Ах! 大きな袋を背負ってね。さあお急ぎください。生きているならテキパキと。もたもたしているとはぐれてしまいますぞ。И снова вагонетки.
Вообще, Токио Диснейленд стал первым парком Диснея, построенным за пределами США. И этот Диснейленд управляется японской компанией Oriental Land Company, которая работает по лицензии Диснея. Дисней изначально не хотел строить парк в Японии. Они были слишком заняты строительством парка Эпкот, и поэтому они предложили японской компании OLC заведомо невыгодные условия, рассчитывая на их отказ. Но японцы все равно согласились, настолько хотели этот парк себе. И по условиям договора OLC полностью оплатила исследование, разработку и строительство парка, а также должна была им управлять самостоятельно. А Дисней получал 10 и получает 10% от продажи билетов и 5% от продажи еды и сувениров. Магазинов с сувенирами полно. Я в них заходила, думала, вдруг там будет что-то интересное. Ну, просто посмотреть. Я же люблю всякую мелкую предметку и игрушки. И там тоже была разочарована. Тонны одного и того же по большим ценам для этой фигни. И все равно все сметают, естественно. Вообще, я не знаю, как в других парках, но в этот парк все приходят с какими-то ушами Микки Мауса, в каких-то костюмах, то есть очень как-то наряжаются в ключе Диснея. Пока дом с привидениями меня не очень впечатляет, и поэтому продолжу болтать про историю этого парка, что изначально строительство его оценивалось в 100 миллиардов йен, но в итоге, как всегда, было больше потрачено, почти 180 миллиардов. И чтобы понять и изучить, как надо управлять таким парком, где-то около 150 японских сотрудников были отправлены на стажировку в Диснейленд в Калифорнии. А еще по соседству расположен еще один парк Токио Дисней Си. И вместе с Диснейлендом они образуют огромный курорт Токио Дисней Resort. Токио Дисней Си был открыт в 2001 году и стал первым тематическим парком Дисней, полностью посвященным морским приключениям. И говорят, что он как-то для более большого возраста и взрослых людей. Я вот стала уже жалеть, что решила пойти в Диснейленд, а не в Дисней Си. Я сначала даже думала посетить два их, но потом так притомилась от этого парка и как-то так сильно подразочаровалась, что решила не тратить время и силы на Дисней Си. Везде тот же самый принцип. Едешь на вагонетке, крутишь головой и просто смотришь на движущиеся куклы. Я ждала большего. Пока что горки на Диком Западе и те мультяшные мои фавориты, там хотя бы действительно дух захватывал от скорости и от какого-то движения. А вот так вот просто ехать в вагонетке посреди декораций вообще как-то не так. Одно меня радовало, что входной билет в
токийский Диснейленд не самый дорогой. В целом стоимость билетов на один день. Это вот я, кстати, зашла посмотреть в еще одно кафе-ресторан, посвященное Алисе в стране чудес. Просто посмотреть на интерьер, потому что описывали, что тоже он какой-то супер-пупер. Но я не вижу ничего прям какого-то сверхсшибательного. Но я подозреваю, кстати, что после Лас-Вегаса меня вряд ли будет что-то впечатлять. Вот там действительно я обалдела от казино и отелей, и от того, как там сделаны были стилизации, с каким размахом. Тоже, наверное, своеобразный Диснейленд для взрослых. Возвращаясь к билетам. Один дневной вход для взрослых стоит примерно от 8 до 11 тысяч йен. Подросткам 12-17 лет около 6,5 до 9 тысяч йен. Дети 4-11 лет примерно 4700-5600 йен. И дети до 3 лет бесплатно. Это в среднем где-то около 50-75 долларов в зависимости от даты посещения. А я перемещаюсь к следующему аттракциону замка красавицы и чудовища. Это вот все входы в сувенирные магазины, ресторанчики. Но мне даже там не захотелось снимать, потому что, ну, совсем какие-то китайские фуфельные сувениры. Вот он, замок красавицы и чудовища. Очень папье-машешно, но поднимающийся дым и пар, вот это симпатично, по крайней мере, добавляет объема и перспективы. Но в целом, да, меня раздражала картонность всего, потому что нету ощущения натуральности материалов. Прям вот совсем какое-то такое пенопластовое, бумажное. Как по Станиславскому. Не верю. Я, конечно, понимаю, что вы мне можете сказать, что это все рассчитано на детей. Да, я понимаю. Ну, это сокровище монеток, которые люди сюда бросали, чтобы вернуться, ну, по традиции. Это все в очереди стоит. Докупать быстрые пароходы мне совсем не хотелось, потому что меня просто давила жаба. Если бы я получала какое-то безумное удовольствие от увиденного, мне бы хотелось еще больше, чтобы все успеть. А так, в принципе, основные и так получилось охватить объекты, вот, а переплачивать за это вообще без настроения. Это уже не очередь, это мы прошли вот как бы в начало действия. О, это они прикольно сделали. Мультипликация и витраж, анимированный витраж.
Это мне 老 нравится. 女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心と老女の醜さが急に消え、美しい魔王子様は謝ろうとしてくれでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。野獣は Ну, как видите, во всех местах все идет на японском. どなたかいらっしゃる。こんにちは。あなた誰なの。この城の主人だ。顔を見せて。 Вон, слышите, дети кричат. Не все счастливы в Диснейленде. Ну, вот это тоже прикольно, как сделано. То есть, на самом деле они сделали мультипликацию в лицах и механику в телах. Вот это мне нравится. Здорово. Здесь не вагонетки, а здесь чашки на блюдцах. Пожалуй, мне нравится вот этот аттракцион. Не видно, как они перемещаются. Здесь больше фантазийности и волшебства, и пространство интересное создано. Да, определенно этот аттракцион мне гораздо больше нравится. Во-первых, нелинейность такая, то есть нету того, что ты едешь по рельсам и все предсказуемо, понятно, как будто независимые все эти чашки между собой, интересные эффекты. Тут, правда, ощущение погружения в мир, потому что чашки танцуют вместе с музыкой, и осмотр всего помещения со всех точек. И еще классно, что видишь другие чашки других людей. Хотя бы так интеракция происходит, что вы как бы часть всего пространства. Разные большие помещения.
なったな。俺たちの言った通りだろう。侵入者だ。戦略者だ。ご主人様を捕らえに来たんだ。大変だわ。ご主人様の身につけ戦いが望みなら向けて勝つぞ。ご主人様がやられた。ひどい傷を負っている。ダメ、お願い。私を置いていかないで。愛してるわ。Даже превращение вот такое вполне себе приличное. Слушайте, ну извините меня, пожалуйста, за такой скептический тон. Ну что я могу поделать? Правда, я думаю, что в начале открытия и до недавнего все было супер круто, но просто, правда, за последние годы технологии настолько продвинулись, и все уже ими пользуются. Например, вот в Бостоне, я вспоминаю, в Бостонском музее, как были сделаны, в Бостонском музее, посвященному английскому чаю и началу революции, там у меня был ролик про это. Были сделаны обалденные живые картины. Когда ты входишь в помещение, смотришь, вроде бы висят реальные картины, а потом в какой-то момент они оживают, и это типа голограммы, видео, и было сделано технически очень круто. Поэтому да, Диснейленд для самых маленьких. Хотя в свое время от взрослых я слышала кучу восторгов, но правда все они были давно-давно и во французском, как правило, Диснейленде, не японском. Может быть, японский отличается из-за того, что это именно лицензия, а не сама Дисней-компания строила, я не знаю. Вообще, в детстве, в школе у меня была возможность посетить французский Диснейленд. Было это давно-давно, еще в середине 90-х, но мне повезло, у моего папы была возможность отправить меня в поездку вместе с группой из школы во Францию на несколько дней. Тогда только-только начинались эти поездки. Вот. И в один день нам можно было выбрать либо день в Диснейленде, либо музей Родена и другие музеи во Франции. Помимо Лувра, который там был отдельно. И мы, умные дети, культурные, правильные, с мыслью, кто его знает, удастся ли потом за границу выбраться или нет, отказались от Диснея, потому что это фу-фу-фу, ерунда и не про культуру, а про какое-то непонятно что. А нам хотелось, не такие уж и дети, лет 15 нам было, нам хотелось, в общем-то, серьезных вещей. Естественно, мы выбрали музей Родена и погулять по Парижу. Вот. А учителя поехали в Диснейленд. Им хотелось детства. В общем, во французском я так и не была. И вот решила восполнить этот пробел в Токио. И, если честно, разочарована. Нет, аттракционов вполне себе, но бешеные очереди, если бесплатно, безумно радостные марши везде из каждого угла, жара, какая-то ненатуральность, искусственность. Вечером, конечно, красиво вот так вот при закате смотришь.
Я тут успела еще зайти в какой-то космический павильон, но я там даже не снимала, потому что это был ну просто совсем скукота по мотивам «Звездных войн», типа 3D-кинотеатр. Ну, слушайте, сейчас рядовые 3D-кинотеатры гораздо круче, чем то, что они представили. Ну, просто там чуть-чуть потрясло в кресле, и все, никаких других эффектов. И потом я напоследок, потому что народу не было, решила на сафари на лодочке проплыть. И это тоже было полное бе, потому что в темноте пластиковые слоны и звери из папье-маше, это было ну, совсем просто бяка. Особенно после того, как я посетила ночной зоопарк в Сингапуре. После Сингапура и живых зверей ночью, и когда ты ходишь своими ногами по этому же самому сафари и также катаешься на поезде, но все живое, вот реальное, пахнущее, кричащее, все эти аттракции искусственные, это было ну, совсем просто смешно. Но любой опыт тоже важен. А здесь я начинаю прощаться с Диснейлендом и с вами, дорогие мои друзья. До следующих встреч. И, как всегда, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока.